Война. День 260. Ситуация на фронтах. Альянс Свободы. Германия передала Украине 30 бронемашин «Динго», ракеты для зенитно-ракетных комплексов «Айрис-Т», 18 систем защиты от дронов и 5 тяжелых тягачей М1070 «Ошкош» для транспортировки, разворачивания и эвакуации тяжелой техники, такой как самоходные артиллерийские установки или танки. Данные тягачи очень важны, так как перебрасывать гусеничную технику своим ходом долго и затратно, а также быстрее расходуется ее ресурс. К тому же, учитывая, что по данным блога Oryx, Украина уже получила более 500 трофейных российских танков, данные тягачи понадобятся для сбора очередных трофеев. Восток. Продолжаются бои на подступах к Сватово. Тут россияне предпринимают контратаки, но продвинуться у них не выходит. На правом берегу Северского Донца российские войска атакуют Белогоровку, Солидар и подступы Бахмута. В сам Бахмут им войти так и не удается, хотя в окраинах им удается продвигаться по несколько сот метров. В районе Донецка россияне атакуют Первомайское со стороны Песок. Также бои идут за Марьинку и Новомихайловку. Бои вокруг Угледара несколько поутихли. Судя по всему, у россиян закончились силы для проведения новых атак, и им необходима перегруппировка. В результате недельных боев они не достигли никаких успехов, потеряв при этом сотни подготовленных морских пехотинцев. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, а также ударом из реактивных систем залпового огня с левого берега Днепра подвергается Никополь и Марганец. Юг. Российские войска продолжают отступать с правого берега Днепра, и начали они эти действия еще до официального объявления Шойгу. Отступления сопровождаются арьергардными боями, подрывом мостов и минированием дорог, дабы хоть как-то сдержать натиск украинских войск. Тем не менее, на данный момент уже известно о освобождении Снегиревки, довольно крупного населенного пункта, где уже поднят украинский флаг. Также известно о продвижении ЗСУ в Дудчанах и Калиновском на бывшем Ингулецком плацдарме. Отходя, россияне бросают большое количество техники, многое в рабочем состоянии. Из-за мгновенного отхода россиян из Херсона появилось множество вбросов и теорий заговора о том, что это якобы ловушка. Но, разумеется, это полный бред и идиотизм с военной точки зрения. Подпустить украинцев ближе к городу означает значительно ухудшить жизнь войск, находящихся там. Как только украинские войска смогут разместить артиллерию в Киселевке, они сразу смогут обстреливать все пути снабжения с помощью артиллерии. И если Хаймерсу удалось создать столько проблем логистики, то артиллерия сделает ее практически невозможной. И я думаю, именно эта угроза и вынудила россиян покидать правый берег, так как до размещения артиллерии на расстоянии выстрела осталось совсем немного, отходить после чего было бы сильно сложнее. Спасибо за просмотр, буду благодарен адекватным комментариям, лайкам, подписке, колокольчику и огромное всем спасибо, кто поддерживает канал финансово.